Понимаешь? Как ты играешься, да? Ну да, прикинь, это вот это, знаешь, как это бесит? Это один из интересных проекторов по яркости, по качеству изображения. Но бесячий, да не могу. А знаете почему? Потому что компания Fox, знаете, в чем вопрос у меня еще по произношению? По-немецки я читаю Foxflix, да, а по-английски это будет Voxflix. И это у нас моделька, вот смотрите, показывай, K9 Ultra, да? K9 Ultra, по-моему, X9 Ultra, да, X9 Ultra. И знаете, вот я ориентировался на ее яркость, и вот действительно вот интересная яркость, там под 20 тысяч оптических люмен, да, либо 1200 ANSI, при том, что у него хороший автокейстоун, автофокус, у него хорошая четкость. Но вот столько каких-то детских мелких болячек, вот это вот взять, вот это вот сделать наклонный проектор, который, ну, честно говоря, не понимаю, для чего этот форм-фактор, вроде бы куда-то выставить, при том, что он не является ультракоротким, да, для чего нам, допустим, загнутость вот это вот на 30 градусов вверх. Он не является ультракоротким, вы все равно будете его дальше относить, чем он сможет выдать вам трапециоидную коррекцию. Короче, что-то они перемудрили, я вам дальше объясню. У него есть автоматическая коррекция трапециоида. Классная коррекция, она действительно хорошо работает, у нее есть автофокус. Но их нельзя, эти автоматические коррекции, отключить, к слову, совсем. И знаете, чем это чревато? Потому что, смотрите, я так пальчиком, видите, так вот тын-тын-тын-тын-тын. А каждый раз, когда ты там мимо него проходишь, он настолько чувствительный, смотрите. Ну мы так не увидим. Любое прикосновение к чему-то, он начинает шататься, и датчик настолько чувствительный, что он постоянно уходит в автокоррекцию. То есть нам приходилось просто-напросто сюда что-то подсовывать и фиксить. То есть, ну, грубо говоря, туда размещение какого-то поролона решает эту проблему, и действительно проектор хорошо показывает. Но это еще не все. Достаточно слабый звук, но при этом есть и положительные моменты. Встроенные Google сервисы, то есть можно спокойно заводить аккаунт. Нормальная формула памяти 2/16. А вот по процессору они попытались скрыть эту информацию. Но я вам скажу, уже имея колоссальный опыт за плечами, уже даже по файл-менеджеру я могу сказать, что там у нас стоит какой-нибудь Allwinner 6 серии на 1320 МГц с видеоускорителем Mali G31. Да, вот можете разбирать, смотреть, я разбирать его не буду. Хотя он тихий, да, справедливости ради, но при этом имеет очень минимальный оверскан, то есть не на 2 пикселя. Это абсолютно не принципиально, вы все равно никогда не присматриваетесь к двум крайним пикселям. Они просто таким образом избегали вот этого эффекта линзирования. Его действительно нет, они вот так вот просто взяли его и двинули куда-то за уголочки, но правильно сделали. В данном случае. Интересный проектор, именно по качеству изображения. Можно калибровать прямо на внутреннем плеере. И справедливости ради скажу, на внутреннем плеере, хотя они заявляются YouTube 4К, вот мы сейчас пойдем с вами почитаем, да, там, то, ну, 4К дропит. Но 2К работает. 2К работает, 60 FPS, 4К, допустим, чего-то с USB-шек тягает. Немаловажный вопрос. Нет HDR, да и черт с ним, потому что цена у него сладкая. Вот в чем вопрос. Voxflix с этой 9 ультрой, они выступили в категории ультрабюджетных проекторов с хорошей яркостью, потому что в районе там 100 с мелочью долларов-то и купить-то нормального нечего. А здесь у нас получается какой-то такой компромиссный проектор, где есть какие-то мелкие недочеты, но на них, откровенно говоря, можно закрывать глаза, потому что цена решает. А пульт, ну давайте пойдем по таким вот моментам. Пульт, ну в принципе, вроде самый Пульт обыкновенный есть. пульт. Да, пульт есть. Да, вот Лиса правильно сказала. А ну еще раз повторю. Пульт есть. Все, да, вот. Описывать, да. С механической коррекцией кейстоуна. Давайте так, спереди у нас камеры сразу автоматики. Здесь есть у нас такая вот небольшая линза. Сзади у нас две USB-шки, один HDMI, разъем для TF-карт, что не свойственно для проекторов вообще. Есть выход 3.5 для наушничков и есть AUX. Ух ты, смотри, слушай. Это для инфракрасника даже они сделали. Да ладно, а что у нас здесь вообще? Здесь фильтр. Да, фильтр можно доставать, чистить. Хорошо сделали, молодцы. Вот чего сделали, того сделали. Но вот эта ножка, она реально бесячая. Понимаете, она вот, смотрите. И все, оно вот так вот шатается и постоянно срабатывает кейстоун. То есть что-то подложили, и это вот попробуй лисичка, ну сверху вот пальцем, что-то подложили и все, и он лишается этой проблемы. Но блин, Foxflix, какого черта? Есть вот такая штука, кабель, а что, больше ничего там не было? Не было ничего?
А конверт с деньгами положили, что-то вообще. Да не, То шучу. мои. Шучу. А, то твои. Шучу, ребят. Короче, пошли с вами сейчас посмотрим, сколько он стоит, где можно купить. Конечно же, подписывайтесь, нажимайте колокольчик. А у нас еще и акция для Украины на ТВ-боксы с подпиской. Так что информация в закрепленном комментарии. Ребят, переходим дальше, тестируем и потом возвращаемся на выводы. Так, друзья, добрались до Алиэкспресса, $131 фактически стоит, 1200 анси, как они заявляют, Android 11, ну здесь даже видосик какой-то есть, ну такой, черт знает, что на крутилке показали. Так, смотрим, что они нам тут дают по характеристикам. 20 тысяч люмен оптических, не путайте, а то некоторые там считают, что мы показываем здесь ANSI 20 тысяч. Нет, это 20 тысяч оптических люмен. Android 11 2/16, автокейстоун, автофокус, самый ужасный автокейстоун, ну, вернее, не автокейстоун нормальный, самое ужасное расположение, которое я видел. Теперь поддерживают полный 4К плюс YouTube 4К, с чем я не совсем соглашусь, ну ладно, в обзоре увидите, и Bluetooth 5.4. Нативный 1080p, Wi-Fi 5G, Wi-Fi и Wi-Fi 6, 1200 ансилюмен. Короче, опять любят, а он наклонный, ты поняла? Он наклонный, 30 вверх, 15 вниз. И вот видите, автоматический трапециоид, автоматически входит в экран, автоматически обходит препятствия. Все это есть, я подтверждаю, все это работает. Чтобы мы на этом просто-напросто не застряли внимание и не теряли время уже на самом обзоре. Теперь автофокус, бесподобный автофокус, тут как бы вопросов не возникало. Можно, кстати, дорабатывать его ручками, скажем так. Да, еще и кастомные картинки, имеется в виду, его можно калибровать прямо на лету, вот когда просматривать. У него, кстати, очень интересный интерфейс, который мне действительно понравился. Контраст у него 15 тысяч к 1. 4К поддержка, вот они с этой 4К поддержкой прям с ума сходят, для чего непонятно. И Miracast мы обязательно проверим. Теперь по фокусным расстояниям от 2,7 метров 80 дюймов до 4,6 метров 150 дюймов. Вот такие вот фокусные расстояния мы в принципе тестировали на 3 метрах фокусного расстояния. А то, что сзади, вы уже видели. Поэтому будем сейчас с вами переходить тестировать. Ребят, подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, ссылки в описании под видео на проверенных продавцов. Поехали уже потестируем. Какой непривычный для меня главный экран, интерфейс главного экрана. Ну, видим сразу Netflix, о чем могу вам сказать, что зря мы его видим, потому что он не сертифицирован. Видим Miracast и раздел проекторы. Здесь мы видим сразу и автофокус, и автокейстоун, и автообход препятствий. То есть, если, грубо говоря, в какой-то части экрана будет у нас препятствие, и мы начнем его перенастраивать, то он сам выстроит нормально, то есть уменьшит размер экрана. Это все хорошо. Кейстоун. Есть автоматический кейстоун, есть мануальный. Но, я вам скажу, это самый бесячий проектор, который я видел. Почему? Потому что в автоматическом кейстоуне чуть-чуть где-то какое-то дрожание, вот эта ножка, она не совсем стабильна, и у вас начинается перенастройка постоянная. Но вы не можете его отключить, он не отключаемый. Это плохо. С автофокусом то же самое, то есть сейчас мы видим автофокус, отключить его тоже нельзя. Можно только сделать еще дополнительно механическое регулирование. Screen Zoom есть, это в принципе хорошо, то есть мы можем масштаб менять и проекционные режимы в зависимости от того, как он будет, грубо говоря, у нас расположен. Это тоже очень хорошо. Пункт выбора HDMI. Ну, сейчас у нас плойка там включается, но мы вообще не про то. Давайте вернемся домой. В принципе, знаете, вот быстро работает. Если пойти в сами настроечки, очень сильно порадовал факт того, что у нас есть с вами момент установки аккаунта, то есть можно свой аккаунт подвязать, и все в меню здесь примерно то же самое, и самый обыкновенный Android, при этом полноценный скажем так, с Google Play Market. Есть стандартные настройки, самые обыкновенные. Если пойдем в обустройстве, то увидим, что это у нас Android 11, да, там Android 11, и больше ничего здесь интересного для нас нет.
Но раз уж мы в главном меню, давайте попробуем ютубчик, как работает. Ютубчик меня порадовал, говорю сразу, но не порадовала громкость звука. Звук достаточно тихий. Давайте включаем какое-нибудь видео. И даже не какое-нибудь, а мое видео, которое я делал специально для тестов. Смотрите, вот у нас там стартует видос, и сразу говорю, процессор здесь 1,2 ГГц, 1,320 МГц, вы посмотрите потом это отдельно. В принципе, все работает спокойно, тягает, кстати, 2К 60 Гц. Это то, что я вот, сейчас попробуем, во. Смотрите, то есть я включаю 2К 60 Гц. И он 2К спокойно тягает. 4К, конечно же, он уже там начинает чуть-чуть бузить. То есть здесь минимальные дропы. Ну, тут как бы вопросов нет вообще. То есть по YouTube у меня придраться не к чему. Это один из лучших проекторов по работе с YouTube. А знаете, что еще вот интересно? Я вам сейчас покажу один интересный момент. Если я пойду в дополнительные, в настроечки устройства, то у нас здесь есть режим картинки. Есть тот называемый Custom Mode, который позволяет нам откалибровать проектор. И это очень круто. Вот в данной ситуации это очень хорошо. При том, чтобы вы понимали, я снимаю его сейчас не при полной темноте, а действительно у меня достаточно нормально освещено помещение. То есть здесь нет такого вот совсем-совсем темного пространства. То есть затемнение где-то 70%. И при этом он очень яркий, он действительно яркий, но бесячий по поводу этой ножки долбаной. По поводу теста сети. Меня интересовало конкретно 5 ГГц, потому что для проектора 2,4 я вообще не ставил бы, не морочил себе голову. Поэтому это первый проектор, который мне дает, ну зачем мне этот эксперт, господи, они просят продлиться мою подписку эксперта. Так, и он дает около 200 мегабит, тоже неплохо. Я вам скажу, проекторы обычно, дешевые проекторы дают там, 50, 70. Это такой максимум, что я видел, здесь неплохо, хорошо. Согласен, класс. 176 на 170 для проектора хороший показатель. А вот что у нас внутри, конечно, картинка, просто трэш, AIDA 64 поперла. Проектор, какой-то X-Droid, Generic, ничего конкретного, кроме того, что здесь 2 на 16 памяти. Это то, что я вижу. Центральный процессор у нас 1320 МГц, 4 ядра. Хорошо, ладно, за отображение у нас отвечает Mali G31. А здесь нормально, да? С разрешением Full HD интерфейса. Сеть у нас с коннектом 286 мегабит. Мы ее уже проверили, в принципе. Android 11. Google Play Market, здесь Android TV, при том, что сам по себе проектор позволяет установить аккаунт. В этом большой плюс. Кстати, судя по файл-менеджеру, здесь у нас стоит Allwinner. Теперь хочу протестировать сразу на воспроизведение тяжелых файлов с HDR. А ну давайте пробуем. Смотрите, все воспроизводится шикарно, но HDR он не декодирует. То есть для нормального декодирования HDR, здесь яркости вроде хватает, нужен, он его в SDR гоняет, нужен TV-Box. Ну то есть это не HDR, и даже если бы они заявлялись про HDR, то это было бы не то. Так, японку смотрим. Он не проходит японку, 24 кадра тут нету чистых, то есть будет джадр, как и на любом проекторе такого типа, в принципе-то своем, но при этом проигрывает все очень-очень достойно и быстро. Хорошо, давайте посмотрим на качество самого изображения. Есть легкий оверскан, я вам могу сказать сразу, но это не так, это не страшно, то есть оверскан всего лишь 2 пикселя. Но есть как есть, я обязан это говорить, я сейчас вам снимаю вот это вот все дело. Он есть, смотрите, то есть мы видим, не видим конечного пикселя, легкий оверскан есть. Так, а вот по яркости, я вам скажу, я бы его чуть отрегулировал. Буду использовать запись со смартфона, потому что камера может не передавать нормально эти все моменты. Давайте яркости добавим, однозначно яркости добавим. И контраста чуть убавим. Я сразу говорю вот то, что нужно делать. Так, идеально, смотрите. Все прямоугольнички, 4-й еле-еле виден, так и должно быть. Отлично, хорошо, по яркости калибруется шикарно.
По контрасту надо чуть-чуть в контраст его уводить, что мы сейчас и сделаем, попробуем. Но то, что он калибруется, это прям очень хорошо. А ну, попробуем на этом прямо. Сейчас. Не, все-таки надо делать через меню, что не очень удобно. Так, контраста еще надо чуть-чуть прибрать, слишком завален. Немножко неудобно по контрасту работать, где-то 37. Вот стандартные настройки, я вам скажу, стандартные настройки для таких проекторов 37. О, да, видно, но еще чуть-чуть даже, чуть-чуть еще. 34, пойдет, супер. То есть камера может, конечно, не передавать. Сейчас посмотрим, как девушки. Девушки выглядят абсолютно, сейчас наш смартфон абсолютно реальными. Основные цвета тоже неплохо, но очень радует то, что можно даже в тонкостях, если вдруг чего-то вам не нравится, хотя квадраты я различаю, камера просто-напросто может не показывать, то очень даже неплохо у нас это все дело. Вот для фокуса тоже мы видим, что все отлично в фокусе держится. Сейчас посмотрим, что у нас. Очень легкое линзирование есть. В принципе, очень легкое. Не скажу, что оно какое-то большое, но его чуть-чуть даже видно. Но смотрим на тестовый квадрат. Смотрите, то есть очень легкое, ну такое, еле заметное. Хотя оно есть, опять же, должен сказать вам. Смотрим, видите, у нас и квадратики видны, у нас проступающие тоже, все хорошо по яркости и контрасту. Яркостно-контрастный анализ отрабатывает хорошо, то есть все квадраты видны, и стандартные цвета тоже неплохо отображаются. Как в черном, а ну давайте пробуем в синем. Я бы в синем чуть-чуть бы его откорректировал. Смотрим, зеленый. Но он хорошо калибруется. С завода калибровка никакая, вот сразу говорю. Это чистая 1080p матрица, пропуска в веточках нет, никаких пикселей нету, выглядит все очень-очень реально. Сейчас девушка прогрузится, все четкие детали. Поэтому вот неплохо, совсем неплохо, но это больше проектор для домашнего пользования, как есть. Тест на 24 кадра. Фотографируем с задержкой в 1 секунду. И мы видим, что тут чистая шахматка, никакого 24-кадрового режима тут, к сожалению, нет. Каналы, в принципе, работают нормально на стриминговых сервисах. То есть, единственное, что мне приходится, конечно, чуть-чуть скрывать, звук слабоват. Звук, я вам скажу, он не плоский, но он очень-очень тихий. То есть с каналами все отлично, и давайте уже перейдем, наверное, хотелось бы на внешнее устройство, но перед этим хочу, знаете, что показать? Очень много разных сюда напихали. Есть DLNA, то есть он поддерживает DLNA, если у вас есть дома сервер с какого-то, вот видите, у нас можно посмотреть музыкальный плеер, видеоплеер, через медиакодек, все отлично будет воспроизводиться. И есть у нас различные там мирокасты, видите, Mirror and Cast, вот они напихали сюда, iPower Mirror, AirPin Pro и Miracast Receiver, то есть самый обыкновенный Miracast. Я сейчас попробую сюда закастить свой смартфон, увидит ли он его в сети. А ну смотрим. Да, он его видит, что самое интересное. А ну смотрим. Принимаем подключение. Да, есть у нас Miracast, и это тоже, в принципе, хорошо. Ладно, переходим на внешнее устройство. Смотрите, подключил сюда PlayStation 5 для того, чтобы мы могли с вами потестировать, можно ли на нем играть, что там с задержками и все остальное. Сейчас мы посмотрим на экран, что он поддерживает. VRR, HDR не поддерживается, 24, 50, 60 Гц. Так, пробуем на задержки. Ощутимого input лага нет, хотя я его ощущаю как человек, который действительно играет. То есть я нажимаю, у нас где-то какие-то миллисекунды есть у нас срабатывание, хотя в принципе играть можно. Сейчас попробуем замерить. А ну, лисичка, дуй сюда, сейчас будем замерять с тобой input lag. Слушайте, звук слабоват, очень слабоват. Так, смотрите, тестируем на input lag, то есть я бью по кнопке, можете там тормозить сами, считать. О, вот так вот, отлично, давай. Да, input lag мелкий есть, но играть можно. Не скажу, что это какой-то критичный. Хотя он мелкий, но есть. То есть здесь нет прямого режима проброса, скажем так, без постобработки изображения.
Так, переключились теперь на внешнее устройство по типу TV-Box. Давайте посмотрим на изображение, что он поддерживает. Максимально 1080p 60 Гц дает. Ну, есть как есть, минимально 720p. Хочу проверить, как здесь с оверсканом обстоят дела. Нет, оверскан также и остается в некоторых моментах. Основные цвета, сейчас мы должны с вами еще наш тест на ambient, скажем так, пройти. Смотрите, я снимаю. Ambient дает вполне хороший, то есть яркость отличная. То есть это немаловажный аспект оценки яркости проектора. То есть действительно что-то да есть. Не скажу, что это плохой проектор, достаточно яркий, хороший, но со своими дебильными нюансами, которые мне, откровенно говоря, немножко не нравятся. Сейчас мы посмотрим. Да, калибровка распространяется, она едина для всего, то есть калибровка распространяется как на внутренний плеер, так и на внешний. То есть все референсные паттерны у нас отрабатывают отлично, и калибровать можно. Ну, сейчас попробуем, как это на внешнем устройстве выглядит. Сейчас нажмем на менюшку. Все равно через эту же менюшку. Ну, есть как есть. Да, очень неплохо. Я думаю, что можно, в принципе, знаете, что еще? Проверить, как что-то проигрывается и переходить, делать выводы. А ну, сейчас давайте запустим ютубчик, например. Запустим нашу дикую реку. Хочу видеть, как ее отображает проектор. Нормально отображает. Жалко, что нет декодирования HDR у данного проектора. Достаточно нормальная яркость, хотя не самая там высокая, но он вполне хорошо отрабатывает в хорошо освещенном помещении, достаточно хорошо освещенном помещении и подходит для проигрывания, скажем так, практически любого контента. Ну, сейчас все-таки с внешнего устройства еще звук хочу протестировать на максималочку. Ну, сейчас добавляем. Очень неудобно регулировать, шаг очень маленький. Ну, блин, вот не дотягивает он. Вот, с внешнего устройства он громче. Он громче с внешнего устройства, но на 100% захлебывается звук. Не, звук слабый, слабый звук. Что есть, то есть. Ребят, короче, проходим и делаем выводы. Слушайте, ну выводы. Учитывая его цену, простить ему можно многое. Даже вот эту бесячую эту фигню, отсутствие HDR, яркость рулит. Его можно использовать без ТВ-бокса. А если не знаете, какой ТВ-бокс выбрать под проектор, то в описании под видео есть ссылки на проверенные ТВ-боксы, классные ТВ-боксы. А проектор за такую-то цену могу рекомендовать, даже несмотря на то, что меня многое в нем подбешивало. Но тут уж я говорю правду и должен вам говорить только правду. А с вами был Бабл и вот такой вот Fox Flix X9 Ultra на канале Технозон. Пока.